Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз на 2026 год. Старинный цыганский пасьянс. События с первых дней года и до конца мая. И кто-то спросит, а почему такой странный срок, временной промежуток? А дело в том, что точка нового отчета, по крайней мере, это вижу я так, можно со мной не соглашаться, 26 апреля. Это время, когда переходит планета Уран в знак зодиака Близнецы на 7 лет. И это будет оказывать влияние на каждого из нас. Но именно сам конец апреля, как перезагрузка, и май– это первый месяц того периода, когда новые энергии, время, когда не только Уран войдет в Близнецы, а и Плутон там же, мои дорогие стрельцы. И две могущественные планеты трансформации, перемен окажутся в воздушных знаках зодиака, запуская перезагрузку матрицы судьбы каждого из нас. Нам неизбежно придется не только адаптироваться к тому, что складывается, но и самим где-то корректировать планы. 2026 год– небесный мост между прошлым и будущим. У нас создается петля реальности, или физики говорят петля времени. Что это такое, если вы спросите вообще, что, для чего это, как это, или что я буду чувствовать, или каким образом это может проиграться в моей жизни, в моей судьбе? А нарушаются причинно-следственные связи. Вот представьте себе, мои дорогие стрельцы, хоть и предыдущий период был тоже достаточно турбулентным, потому что Уран был в Тельце, и это в основном вопросы нашего благополучия. Это семья, дом, наши домочадцы, деньги и вот все то, что складывает для нас какой-то базис жизненный. И наверняка где-то или это было связано с личной жизнью, или с близкими вот за эти 7 лет. Явно и в вашей жизни, хоть вы и не телец, правильно, мы говорим Уран в Тельце, но влияет на жизнь каждого из нас. Вот он влиял в одном ключе, а теперь это переключается в другую последовательность. И именно последовательность нарушается. Потому что если прежде, несмотря на водоворот событий, тем не менее, это была какая-то более линейная траектория. Если это что-то произошло, случилось, то мы где-то могли предполагать, что будет дальше. А тут мы даже предположить не можем. Словно несколько этапов нашей прежней жизни соединяются в один момент. И это и наш опыт, это и наши желания, мои дорогие. Где-то это наши мечты, и вполне вероятно, кто-то из вас в этот период, ведь Уран– это планета свободы и индивидуальности. И для вас это, кстати, хорошее соединение. Для вас, для вашего знака зодиака, это проигрывается с большими плюсами. Возможность самореализации, возможность путешествий, какие-то, знаете, как ограничения, вот оковы. Они сначала ослабляются, а потом будет возможность. Но это ведь у кого-то может проиграться достаточно быстро. Поэтому какой-то проект, тему, которую вы отложили когда-то давно, здесь вы можете увидеть, что «а почему бы и нет?» самому себе такое сказать. Ну ладно, и на картах пойдем с вами все-таки дальше. И на картах старинного цыганского пасьянса, а они нам рассказывают именно о событиях, на пороге каких событий вы стоите. С первых дней 2026 года и как эти события, возможно, в самом начале года будут оказывать влияние на вашу жизнь до конца мая. А после мая там будет еще интереснее, поэтому я, честно говоря, вообще сомневалась, а нужно делать этот расклад, не хотела. Потому как, ну, по крайней мере, опять же, так я вижу, 26-й год, он у нас будет, ну, знаете, вот как линейный, если график какой-то, да, нарушается и превращается в какую-то хаотичную функцию. Вот я такое могу предположить. На пороге каких событий вы стоите? Вот события, дорога, мои дорогие. Сама по себе дорога, как и много перемещений с самого начала, может быть, года. Или кто-то планирует далекое перемещение, путешествие, а то и переезд. То есть скучать будет некогда. То есть это то, либо в чем мы видим смысл, либо есть интерес наш собственный. Здорово. Да вы не одни.
Может быть, это какое-то, безусловно, как релокация офиса или переезд по работе, потому что кольцо, прочный союз. И этот союз, конечно, может быть и именно через ваше творчество, через то, что вы хотите создать, или, может быть, это именно связано с работой, но точно так же это может быть и личная жизнь. Может быть, это как вы решаете переехать с семьей. Смотрите, вам словно это по судьбе. Да у вас, мои дорогие стрельцы, с самого начала года какие-то судьбоносные события, я должна сказать. Это не просто так, только слова. Ну и до конца 25-го это тоже где-то имеет значение, потому как у нас находится Уран в ретро-движении, опять же в знаке Телец. В прямое движение перейдет с 4 февраля и до 26 апреля, как я говорила. И вот с 4 февраля до 26 апреля мы ожидаем, что наша траектория, наших желаний или то, что мы хотим осуществить, примет какую-то, ну, более четкую последовательность, вот именно до 26 апреля. И вполне вероятно, ретро, ведь это мы всегда переделываем договоры, переделываем или переписываем контракты. У кого-то брачные, у кого-то, опять же, рабочие. И ни одна информация, люди не приходят просто так. Это вам повод задуматься или что-то додумать, или провести какую-то ревизию в своей жизни. Или, может быть, действительно что-то переделать, не оставить на потом. Почему? Исполнение желания. Примите это к сведению. Ладно. Что же там на пороге у вас, а? На пороге каких событий и вы стоите? Да и что там на порог на ваш идет? Вот смотрите, явно тут будет с каким-то элементом новизны, потому что череп– это наши внутренние переживания. Это не есть какая-то реальная конкретика. Но значит, что-то вы тут задумали. Это точно. Ну, каждый, понятно, свое. Ну и сопровождают же какие-то сомнения и, соответственно, переживания. Да, ну тут как будто все исполняется. Может быть, вот тот какой-то задел на будущее или какая-то возможность, которая к вам приходит, возможно, вам придется это как-то удерживать. Вот я понимаю, почему теперь эти переживания, Луна, сомнения. Получится, не получится, да или нет. А как оно там потом сложится? Не забегайте вперед, потому что у нас 26-й год, мы можем много себе планировать, а тут самое главное, знаете, научиться плыть, ну, не совсем, может быть, по течению. И ведь имеется в виду течение это что? Это те события или информация, люди, которые приходят в нашу жизнь. Зачем-то, опять же, они нам нужны. Значит, нужно вот иметь время это додумать. Тут не сомневаться, а оценить правильно обстановку. Объективно, мои дорогие. И не быть предвзятым. Здесь что-то идет само по себе. И сила это ведь не только что-то удерживать, именно насильно, да, или какое-то наше сопротивление. Сила понимать, когда действительно это нам нужно, а когда это нужно отпустить. Сила, когда мы понимаем, что есть нечто важное, чем просто обыденность. Вот, конечно, это уже с позиции философии больше, но тем не менее. Иногда бывают такие периоды в нашей жизни, когда мы можем опереться только на самих себя. И в 26-м году абсолютно каждый из нас где-то это может ощутить. Ладно, но у вас, посмотрите, какая-то красивая палитра формируется с первых дней года. И правда, время важно не потерять, потому как потом вы можете набирать темп. Я точно так же могу предположить, смотрите, что-то закручивается, да, вот явно. И, может быть, это у кого-то из вас а, союз с человеком конкретным, ну, даже как партнер. Партнер, может быть, была дружба, а тут какой-то вы проект вместе начнете, почему нет? Вы можете сомневаться где-то, как и в человеке, и, в принципе, я допускаю такое, потому что нужно быть, в принципе, готовым к неожиданностям, мои дорогие, потому как я вижу, есть еще тревога. Но я точно так же могу допустить, что
Начало года мы говорим, да, до 4 февраля тут ретро-уран, а потом это выстраивается как прямое движение. И, может быть, сначала вроде что-то закрутилось, получилось, а потом обстановка внешняя меняется. И вам нужно будет вот то, что вы сможете осуществить, ну, где-то на начало года. Вам нужно будет стабилизировать и не устраивать себе самокопание. Вот посмотрите, странно, вроде исполняются желания, но для вас тут же следом переживания, сомнения и мечи, тревога. Вот это то, что не имеет к реальной жизни, ну вообще ни разу никакого отношения. Странно. И пока я с вами говорю, смотрю, что мы можем еще соединить по вертикали и по горизонтали. В нашем пасьянсе, в крайних рядах мы можем такое сделать. И вот я смотрю внимательно. Вы знаете, у вас не совпало, к примеру, ну, такое значение, ну, как предостерегающее. Маска, например, да? Значит, ну, нет того, что угрожает. Или змея. Нет того, что вот как бывает колокол, когда, ну, все же это предполагается какая-то новость, которая, ну, вообще где-то нас может таки выбить из колеи. Тут нет. И поэтому вот когда выпадают такие 3 как бы значения, это я могу предположить, что будет и какая-то пауза, мои дорогие. Может быть, эта пауза будет даже очень короткой, но вам может показаться, что, ну, как, ничего не происходит. Вы как будто начало года можете встретить в темпе, да, в определенном, даже набирать этот темп жизненной, активность, а потом это будет вам дано время, вот поэтому тут вы не устраиваете себе глубокую философию, для того, чтобы вы именно что-то стабилизировали. Опять же, уран в Тельце. Мы должны что-то красиво завершить. Может быть, некоторые вопросы из прошлого вы тоже должны решить. И кому-то для этого потребуется время, чтобы вот как раз перезаключить какие-то договоры, посетить инстанции. Они всегда у нас получаются в один день или в тот срок, когда мы наметили. Нам приходится ожидать. Ну ладно, я не увижу тут совпадений. Пойдем с вами дальше. И первая карта. Что нового войдет в вашу жизнь в 2026 году до конца мая? Первая карта. Важное событие. Чем запомнится 2026 год до конца мая? Что или кто появится неожиданно в 2026 году до конца мая? Событие, которое изменит вашу жизнь, мои дорогие, в 2026 и, возможно, изменит вас. Что будет радовать? В чем ваша сила? По крайней мере, до конца года. Извините, до конца мая. И карта совет. Что нужно услышать, а что важно знать. Это как потоковая информация. Так что же нового идет на ваш порог, что идет в вашу жизнь? Возможность. Но это то, что я долго говорила. Это та возможность, которую мы можем пропустить. Или то, что мы можем не увидеть. Человек под дубом как будто сидит, да, читает, он занят какими-то своими делами. И вдруг, откуда ни возьмись, кубок. И как к этому относиться? Нет гарантии, понимаете, по этой карте. А тем не менее, вот как из ниоткуда какая-то возможность. И если мы будем думать, померещилось, то мы упустим. А что нужно сделать? Ну, как минимум перепроверить, потому что это может быть как и с информацией связано, но это точно так же может быть ваш внутренний инсайт. Слушайте подсказки. Своей души наша душа мудрая. Может быть, это будет даже связано с конкретным каким-то предложением. И мы тоже можем подумать, хорошо, сегодня предложили, завтра тоже предложат. Нет, не упусти время. Тут как будто действовать надо. Вот об этом тоже, что нового идет в вашу жизнь. Давайте дополним. Вот интересно. Мы сказали по судьбе, потому что выпадал крест. А здесь карта суд. Это правда по судьбе. Это переходный период. Это и есть петля времени, петля реальности между прошлым и будущим. Может быть, вы, мои дорогие стрельцы, кто-то из вас именно, ну, будете это чувствовать особенно остро до конца мая. Это старший аркан, и нам говорят, не оглядывайся назад. И вот то, что я говорила,
уметь где-то плыть по течению и все подмечать, быть более осознанным. И если что-то в нашей жизни происходит, или информация, или что-то мы получаем, или с кем-то мы контактируем. Вот понимаете, когда мы должны, наверное, себе задать вопрос, а это нам для чего? И ведь это карта выздоровления, освобождения от боли, от страданий. Завершается прежний этап вашей жизни. Что нового идет на ваш порог? Завершается прежний этап вашей жизни. Значит, мои дорогие, есть еще какие-то темы, так знаете, может, словно будущее, ждать, пока вы завершите что-то из прошлого. И у каждого своя какая-то тема, нерешенные вопросы. Есть такая фраза: в будущее всегда надо идти налегке. Значит, если мы что-то все-таки не решили, да, или если мы что-то не подвели к итогу, а по идее это следовало бы сделать, нас это вот именно в прошлом постоянно тянет назад. Вот проанализируйте. Может быть, это как раз вы и уже, это как внутренняя, да, самооценка или состояние вашей души, когда вам самим не захочется в каких-то кандалах, да, внутренних себя самого сдерживать, и вы будете в прошлое не только закрывать дверь, а, знаете, это точно вот это внутреннее состояние легкости, легкости на подъем, желаний и одновременно, ну, где-то осознание собственной силы. Силу, опять же, я говорила, это не есть та сила, которую мы на противоборство, на противодействие. Нет, тут есть какой-то ваш судьбоносный план, ваша миссия. Это то, что вам нужно завершить, чтобы в последующем ваша мечта осуществилась. Чтобы, может быть, основная задача, мы спросили, что нового идет в вашу жизнь. Выздороветь. Потому что выздоровление идет по 20-му аркану. Ну, у кого-то это улучшение самочувствия, улучшение, да, ну вот какая-то программа, может быть, по здоровью. Вопросы имиджа могут проходить, как ни странно. Потому что сломать какой-то шаблон, может быть, о нас самих нам тоже придется. Тут действительно судьбоносные события. Ничто не происходит, что просто так. Тут что-то завершается, чтобы вы могли пойти вперед налегке. Важное событие, или чем вам запомнится 2026 год до конца мая. По пажу кубков радостная весть, радостная новость. Может быть, это у кого-то сообщение детей. В принципе, это, знаете, хорошее не только самочувствие, вот мы говорили, да, пусть даже внутреннее, или преодоление вот каких-то препятствий. Но это мы вот как раз налегке уже идем. Для кого-то из вас, чем вам запомнится? У кого-то новое знакомство, может быть, мои дорогие, причем с человеком младше вас. Что это еще? Важное событие, чем запомнится? Ну, посмотрите, да быть счастливым. Новое знакомство, ну, уже отойдем от возраста, да. Здесь вы ведь сами, мои дорогие, тоже себя можете чувствовать, словно я помолодел или помолодела. Тут какой-то вихрь перемен. Позвольте себе новое качество жизни. Оставьте вы позади вот это все сложное, какие-то глубокие размышления, вот эту ненужную философию или какие-то сомнения. Да, это напрямую идет с нашими предубеждениями. Поэтому нам придется менять как раз нашу систему ценностей, мировоззрения. К этому будьте готовы. Как будто без этого, ну, вперед дело не пойдет. Но четверка жезлов – это праздник после победы, это карта семьи, это карта дома, это карта не только реализации, а именно радости. И у кого-то, для тех, кто один или одна, может быть до конца мая судьбоносная встреча с человеком, причем да, когда вы занимаетесь вот даже какими-то делами, посещаете некоторые инстанции или что-то вы там себе задумали, да, и вы не настроены на знакомство, на любовь, на романтику, какие-то сентиментальные отношения, но тем не менее вот судьба вам может это подарить. Поэтому для тех, кто из вас переживает о каких-то прежних отношениях, да, которые не сложились или прекратились по какой-то причине, ну, значит, уже что случилось, то произошло. Ваша задача – идти к новому счастью, потому что, по сути дела, четверка жезлов это и олицетворяет. А для людей семейных тут не только взаимопонимание, тут какая-то интересная история, может быть, связанная с переездом или новые планы всей семьей. У кого-то это будет связано именно с детьми. Ну, очень интересные.
События вас ожидают до конца мая. И я буду благодарна, если вы вернетесь к этому видео и черкнете мне пару строк. Потом где-то в середине 26-го. Вот теперь становится понятно, для чего нужно подвести знаменатель над прошлым и уже к этому не возвращаться. Что или кто появится неожиданно. А вы будьте готовы, в принципе, к неожиданностям, к неожиданной информации. Жизнь набирает темп, где-то я это говорила. Поэтому и будет важно то, что уже не служит вам прогрессу, оставить позади, как, знаете, за своими плечами. Словно мы должны отряхнуть это прошлое, хоть оно еще нас цепляет эмоционально. Но наша задача, ваша задача, какая-то миссия — быть счастливым и просто идти вперед. Самого себя ускорять не рекомендуется в 26-м году, потому что нас события ускорят. Вот когда это будет нужно, поверьте. Или люди какие-то, или, ну, вот будет что-то в данности, да, в реальной жизни, когда вам самим, может быть, и придется налегке куда-то поехать, или быстро какое-то дело, вопрос, как откликнуться, оказаться в нужном моменте и в определенном месте. По этой карте вы можете получить какое-то важное известие, важное предложение. Это может быть и в средствах массовой информации, что или кто появится неожиданно. Не совсем нам тут говорят о конкретике, видимо, мы все разные, но я должна сказать, восьмерка жезлов в некоторых колодах. Я люблю очень эту карту, потому что это и движение, это и активность, это и жизненные силы, и это когда уже вот нет того стоячего болота, нет вот этого разочарования, которое было когда-то давно. А это когда уже в новом ключе жизни идет. И поэтому вот эта трансформация, она, знаете как, она нас и воодушевляет, и радует. И, может быть, благодаря где-то темпу, может быть, и много дорог каждая где-то повторяет. Тогда вам это тоже помогает. Не застрять в одном пункте, не застрять в своих мыслях, перестать что-то вот анализировать, что, в принципе, к делу не относится, мои дорогие. Поэтому у вас что или кто появится неожиданно. И человек может у кого-то появиться, как я говорила, а у кого-то, знаете, как информация врывается в вашу жизнь, и начинается новая точка отсчета. Событие, которое изменит вашу жизнь, изменит вас самих. Вообще, это карта ожидания. Иногда. Но это карта личной жизни, близких, любящего человека. И именно любящего человека. И правда, для многих из вас именно личная жизнь будет в центре внимания. Но иногда эта карта, любая карта имеет несколько значений, скажем, об основных. То есть эта карта иногда супругов обозначает. И не важно, что королева кубков выпала, да, а меня смотрят девочки. Ну, может быть, это где-то именно супружеская тема или тема вашей пары, тема любви и личной жизни. Но тут будет тоже важно, понимаете, как будто не раствориться в партнере. Вот это относится ко всем из вас. Это событие, когда и себя надо сохранять, но как раз счастливым можно быть, мои дорогие. Потому что это вы можете, я предполагаю, и встретить такого человека тоже. Единственный минус, который проходит по этой карте, это, знаете, альтруизм. Но, казалось бы, альтруизм — шикарное качество. Но тут альтруизм, который может незаметно переходить в какое-то самопожертвование и в пустое ожидание. Может быть, это вам придется такие параллели до конца мая проводить. Но вообще эта карта говорит еще и о том, что какой-то очень важный человек в вашей жизни будет присутствовать. Мы об этом говорили. И, в принципе, вот этот союз просто для кого-то из вас, я допускаю, может быть, это где-то, знаете, такие доверительные, искренние отношения, которые будут и по бизнесу, по работе, а у кого-то и в личной жизни. Продолжение, может быть, тех отношений, то, что мы прежде называли дружба, перевод на новый уровень, вас не просто что-то радует, а, знаете, наполняет счастьем, возможностью быть счастливым, как минимум. Это как событие, которое меняет вашу жизнь. То есть было, посмотрите, десятка мечей, разочарование, а тут нам идут на смену совершенно другие энергии, а все начинается, может быть, с какой-то информации. Мы где-то должны оказаться, а не сидеть словно под дубом. Ну, как-то так. Что будет радовать, в чем ваша сила? Ну, умение ждать. Причем ждать
не впустую, чаще я говорю, это как регламент. Ведь, по сути дела, пришла наша женщина, да, к этому дереву, посмотрела, что да, пентакли еще пока не созрели. Нужно как будто за этим деревом еще поухаживать, и наступит время, упадут они к моим ногам сами. О чем? Если есть регламент, опять же, да, когда какой-то документ мы не можем ускорить, реализацию его, соглашение, составление, или какой-то период там на рассмотрение, может быть, в официальных кругах или в инстанциях, опять же, тогда мы должны понимать, что это не пустое ожидание, а это именно регламент. Но и иногда эта карта говорит о том, что все-таки, что будет радовать, решиться на что-то нужно. И если мы ухаживаем, да, вот как я сказала, за этим деревом, мы понимаем, для чего нам это нужно. А если мы просто сидим и ждем, то тогда это просто, знаете, какие-то радостные новости будут, несомненно. Но нам как будто, вам, мои дорогие стрельцы, это нужно переложить на новые реалии. Для чего-то вам, ну, наверное, как боги, как судьба помогает, но не для того, чтобы вы успокоились, да, на этом, а для себя открыли новые возможности. Давайте я достану еще одну карту. Что будет радовать, в чем ваша сила? Может быть, себя, мои дорогие, удерживать. Ведь сила– это не только импульс, а это еще где-то не поступать импульсно, мои дорогие. Вот есть такой момент. Да, быть внимательным к деньгам, к стабильности. Причем не ту стабильность, может быть, как мы от А до Я представляем, а тут явно есть взаимодействие с каким-то человеком. Может быть и по работе, может быть и по личной жизни. Королева Пентаклей– это та, которая из любого хаоса умеет построить порядок. Так вот, в чем ваша сила? Ваша сила не действовать, как я уже сказала, импульсивно, а сила в том, что заставить себя притормозить. Вот теперь я вижу четко. Потому что мы горы можем свернуть именно на импульсе. А почему нет? А вы, тем более, оптимисты. Правда, оптимизм иногда так, ну, есть безбашенность, да, такая, рванул куда-то, а потом начал думать. Нет, тут сначала надо думать. Ну, у каждого есть такая импульсность, я думаю, в той или иной сфере жизни это проигрывается, да. Но вот именно сила в том, чтобы себя где-то задержать хоть на какой-то короткий момент, может быть, это доли секунды. Наш мозг принимает за 15 секунд решение. Представляете? Конечно, мы можем и думать целую вечность, но мы можем тоже за 15 секунд такого нагородить, и кажется, что это маленький период. Да нет, это одно мгновение, иногда однажды переворачивает всю жизнь. Поэтому будьте тут внимательны. Именно что-то как осмысленное, понимаете, к происходящему вам помогает. Ну и королева Пентаклей о вашем доме, о реализации проекта, что вас будет радовать, в чем сила. Это, в принципе, как упорядочить свой быт, да, мы с вами говорили, решить, может быть, вопросы по части жилья или переезда, по крайней мере, до конца мая. Вот это будет стабильно понятно, что действовать, что делать, как действовать и, в принципе, к чему это все идет. Более четкость какая-то такая у вас появится. Карта совет, что нужно услышать и важно знать. Вы знаете, мои дорогие, пусть это у нас, ну, где-то пока, видимо, как уран в Тельце, и буквально до 26 апреля для вас знаковый период. Личная жизнь может решаться. Партнерские отношения. Опять же. Может быть, для кого-то из вас даже, да, ну, как важное примирение. Ну, может, не для всех, но у кого-то это так может быть. Все же у нас пара выпала. В целом, я должна сказать, ведь это союз двух людей, которые понимают друг друга без слов. Да, это где-то два консерватора, но больше консерватор именно король, а второй партнер, он где-то как тот, который для него свойственно вдохновение, творчество. Но встретить как своего человека в жизни, который вам поможет чувствовать себя счастливым, правда. Вот именно чувствовать, потому что ощущения, чувства. Если король Пентаклей, ну тут более так все холодно. Хотя тут в основном на первое место надежность, но и консерватизм, как я сказала. А королева Пентаклей нет, это та, которая, я уже говорила, из любого хаоса
умеет отстроить порядок или сказку сделать былью, сначала какая-то идея зарождается в ее голове, а потом она составляет себе план, она действует в одиночку, у нее хватает для этого сил, и если что-то идет не так, она готова корректировать. В итоге, надеясь на саму себя, она получает желаемое. Вот где-то такие вам и советы, мои дорогие, но и одновременно, вот посмотрите, на личную жизнь тут вас поворачивают, тут, мне так кажется, и партнерские отношения в центре вашего внимания до конца мая. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. А я вас приглашаю на свой сайт, там много статей, 3 последних особенно, которые касаются именно вот где-то этого переходного периода и коридор возможностей. Переходите, читайте, подсказок будет больше. Сверьте свои планы с расписанием звезд, там у меня и по периодам расписаны. Ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.